Когда ожидать airdrop и листинг токена Agent и почему он может стать очень перспективным в нашем рынке? Обязательно досмотри видео до конца, будет полезно и интересно, погнали. Сегодня поговорим о действиях, которые мы с вами делали в проекте Layer H, о токене, airdropе, Discord ролях. И также хочу пояснить вкратце о технической части и почему этот токен может быть очень полезен как для биткоина, так и в принципе удерживать его в своем портфеле. Давайте обо всем по порядку. Во-первых, я расскажу, какие Discord роли можно получить для airdropа, даже если вы не участвовали в тестнете. Во-вторых, давайте вкратце пройдемся по самому проекту и что мы делали, немного освежим память. У нас с вами был вот такой вот дашборд в DevNet и в тестнете, где мы в самом начале активировали браузерную ноду и получали определенное количество поинтов, также клеймили ежедневные реварды и приглашали друзей. Чуть позже у нас появилась новая фаза, где мы могли также активировать CLI ноду, и об этом мы также поговорим. После этого у нас были задания, мы их выполняли, также получали определенные количество поинтов. У нас были реферальные награды, возможно, вы приглашали, получали тот или иной уровень. У нас был минт, несколько минтов. Кто-то из вас успел получить OG роль в Дискорде, а кто-то нет, потому что она сильно лагала, но в будущем, я думаю, они это пересмотрят. Так что не расстраивайтесь, если вы минтили, но не получили. И далее у нас появилась вкладочка, которая называется Proof of Humanity, то есть нам показывали, как мы можем зарекомендовать себя как человек, а не как бот. То есть тут различные способы, как можно было себя идентифицировать как человек. Чем больше бирж вы подключали, тем больше Humanity Score у вас было. Вот у меня сейчас на данный момент 110. Также можно было сделать некоторый объем спотовый, в общем, различные способы. И после этого нам выкатили вот такую информацию, что будут следующие фазы и какое-то количество поинтов мы с вами получили. Вот это, кстати, число без реферальных. Если вдруг вы приглашали, реферальные чуть позже добавятся. Это за две ноды, за Light Node и за CLI ноду. Небольшой анонс. Расскажу о 5 преимуществах, почему я вместе с комьюнити торгую на бирже BingX. Первое и самое главное — моментальное решение каких-либо вопросов через меня лично. Одни из самых низких комиссий на рынке, большое количество торговых пар, предоставление повышенного VIP-статуса за переход из другой биржи, простой удобный интерфейс для начинающих и индивидуальная поддержка для VIP-трейдеров. Также отдельные условия для тех, кто хочет развивать аффилиат-бизнес. Пишите мне в личку и регистрируйтесь по ссылке в описании. На самом деле, с точки зрения обычного юзера, они грамотно подошли, что большого разрыва между инфлюенсерами и простым юзером, который никого не приглашает, нету, поэтому здесь все круто. Теперь я хочу за пару минут рассказать, как работает Layer H, что это такое с точки зрения технического момента. Мы не будем читать весь white paper, очень длинный, я простыми словами вам объясню. Так или иначе, у каждого блокчейна есть какая-то сильная сторона. К примеру, биткоин — это децентрализация, безопасность, эфир — это программируемость, Solana — производительность и так далее. Но у всех этих блокчейнов была проблема, как быстро и дешево, без лишних затрат времени и средств доказать ту или иную транзакцию. Для этого придумали такую формулировку, как ZK. Это доказательство с нулевым разглашением. В данный момент мы рассматриваем ZK Proof. И как раз Layer H, многие называют L2 решение для биткоина, это не совсем так. Они пошли чуть-чуть дальше, они придумали поверх этого ZK свой уровень проверки с нулевым разглашением, максимально легкий, без каких-либо мощностей и так далее. Как, например, работает Light Node, это браузерная нода в Layer H, которую мы с вами в тестовой сети запускали. Тем самым вы, когда запустили, вы проверяете рандомным образом какой-то кусочек из этого ZK пакета. То есть там очень много транзакций, и вы рандомно этот кусок обрабатываете, проверяете на достоверность, соответственно, помогаете узлу. Тем самым, кто будет являться валидатором легкой ноды, либо полной ноды, будет два вида на майнете. Он будет снижать затратность на 95%, но безопасность самого биткоина также подкреплено Proof of Work системой. И если подытожить, то Layer H — это не L2 решение на биткоине, это не DePIN, это уровень проверки, который называется Agent OS. Также эта технология может быть полезной в других секторах, но давайте не будем углубляться, все-таки перейдем в utility токена и roadmap. Большие чеки в крипте начинаются с правильных действий, и эту альфу ты найдешь, подписавшись на два полезных источника. Это наш телеграм-канал, отборные проекты,
детальные гайды, психология рынка, аудио, видео, эфиры и дружная комьюнити. А также мой твиттер с кучей полезной информации и уникальным контентом. Рост твоих знаний и портфеля начнется с этих источников, поэтому не упусти свой шанс, подпишись прямо сейчас. И прежде чем мы перейдем к Discord ролям, о котором хотел поговорить, давайте взглянем на roadmap. Мы заходили на стадии DevNet, и после этого был тестнет с двумя нодами. Это браузерно и SLI. После этого мы прошли POH, то есть Proof of Humanity. Прошли, и теперь уже скоро будет майнет. На майнете будут свои способы заработать. Это уже будет не airdrop, а, соответственно, та или иная нода. Либо полная, либо облегченная. Если мы посмотрим на документацию, здесь как раз написано, что будет два вида валидаторов. Это кто будет устанавливать полный узел и облегченный узел. И легкий узел также вы будете получать токен Agent, который выйдет. Вот здесь показано, какая роль валидатора, что именно зарабатывает. То есть, если это полная нода, здесь исключительно в токенах Agent, наверное, основной стейк будет, а Light Node это токен Agent и какие-то bounty реварды. Теперь давайте поговорим про роли в Дискорде и важно ли вообще их получать или нет. Если мы с вами зайдем в Roles Info, это определенная ветка. Здесь мы с вами видим следующее. У нас есть несколько видов основных ролей. Это Edge Member, если вы делаете какие-то мемы. Edge Dev, если вы что-то разрабатываете, либо хотите помочь команде в технической точке зрения. И Edge Champ. Давайте о каждой поговорим. Это три основные. После этого, как только вы получили эту роль, вы можете перейти в более повышенную квалификацию Edge Commander. И Alpha Edger это непосредственно та роль, за которую точно на ТГЕ вы получите airdrop, дополнительные токены. Давайте распределим. Edge Member, тут все просто. Создаете какие-то мемы, кидаете вот в определенную ветку, несколько раз делаете, тегаете, возможно, менеджеров, чтобы они увидели после некоторого количества вашего контента, и вам начисляют роль. Здесь показано, какие перки вы получаете. Дальше то же самое Edge Dev роль. Здесь вы в пик интерес выбираете, сначала нажимаете, здесь выбираете валидатор, либо DevTalk, определенные ветки открываются вот эти вот, и там можете общаться, вам назначают роль, если вам это интересно. И Edge Champ роль, здесь все просто, это в Discord есть определенные игры, вы в них играете и получаете эту роль. Также можно помогать комьюнити, тоже ее назначают. Далее уже идет следующая квалификация Edge Commander, и здесь также показано, что нужно сделать. Это сделать YouTube видео в Инстаграме, в X, активно помогать комьюнити, на созвонах участвовать и так далее. За это, кстати, начисляют определенное количество поинтов на каждых ролях, можете это почитать. И все это нужно скидывать в инфографику и контент. Вот такая вот ветка, также фидбэк и идеи. И после того, как если вы получили эту роль, вы можете претендовать уже на Alpha Edger, это что-то типа OG роли. Здесь, конечно, уже более интересно и показано, что на ТГЕ можно будет получить определенные реварды. Поэтому welcome, обязательно участвуйте. Думаю, ничего в этом сложного нет, главное себя показать.